Всем привет, с вами Ятора, и сегодня я записываю гайд на Faceless Void. Void является одним из моих любимых героев. У меня на нем игр 600-700, может быть. Так, начнем с того, зачем этого героя берут. Герой, в принципе, выигрывает почти любого керри. Герой очень сильный на линии, если правильно его использовать. Тебя очень сложно убить, ты очень мобильный по карте, но также у героя есть очень много слабостей. То есть герой очень плохо играет против станов, против темпа, и в принципе он сложно реализуемый. Это один из сложнейших героев, в моем понимании, на керри. На нем почти никогда нельзя ошибаться. То есть герой фармит очень медленно. Если ты играешь против какого-то антимага, то тебе очень важно соблюдать темп. Так, ну начнем по порядку. Старт и закуп практически никогда не меняется. Это топор, цирклетка, стик и одна ветка. Либо это топор, стик, фэри фаер, танго и две ветки. На линии этот герой до левела 2-3, он в принципе должен стоять пассивно, максимально пассивно. Если ты стоишь, например, против сильных нюкеров, то ты всегда пытаешься максить первый спелл. Если ты можешь на линии очень сильно прешерить челов, то ты берешь баш. Тебе всегда надо стараться, чтобы у тебя всегда баш был замакшен к тому моменту, когда у тебя мом. По закупу ты покупаешь всегда, сразу выходишь в ПТ через Band of Evil Skin. Ты не апаешь стик никогда. Ты покупаешь мом, потом ты покупаешь Maelstrom. После Maelstrom ты апаешь стик, потом ты покупаешь всегда БКБ, Мьёльнир, Скади, и потом уже по ситуации двигаешься. На линии ты стоишь пассивно, ты почти никогда не вестишь прыжок, ты всегда нажимаешь прыжок на сейв и пытаешься переагрить крипов на ренджа, пытаешься добить вражеского ренджа, потом нажимаешь Time Walk и динаешь своего по возможности. Ты всегда нажимаешь Delation. Если враги тратят кнопки, абсолютно всегда, он стоит очень мало, 60 маны. У тебя, если враги скидывают спелы, то у тебя мана вернется от стиков. Ты просто стоишь, фармишь, просто пытаешься набрать свое. С ПТ ты можешь уже на 5-м левеле, если линия стоит плохо, если враги сильно играют, и они поставили линию так, что не подпускают тебя к крипам, ты, в принципе, можешь фармить маленький кемп или средний рядом с линией. Ты просто фармишь, под тавер заходишь, если пачка впушивается, и просто там добираешь все. По игре, когда ты получаешь 6-й левел, тебе не обязательно куда-то лететь. Если ты можешь фармить, ты просто стоишь и фармишь на линии. Ты летишь куда-то в том случае, если у тебя все слишком хорошо, и ты можешь сделать себе только лучше, либо когда у тебя все слишком отвратительно на линии, и тебе надо как-то улучшить и рискнуть и улучшить ситуацию. Потому что если ты этого не сделаешь, ты проиграешь. В идеальной игре, ты нажимаешь ТП в оффлейн или в мид, убиваешь героя с момом, и потом просто идешь на эншентов фармить с момом. Твоя задача, как можно раньше, выфармить просто ПТ, Maelstrom, мом, БКБ. С этими шмотками ты можешь уже полноценно принимать любые драки абсолютно. Если у тебя все нормально по карте, и ты понимаешь, что если ты потратишь хрона, то в принципе ничего не изменится, вы сможете все равно дефать Рошана, то ты просто ставишь хрон на любого героя, на 5, на 4. Очень важно, чтобы получить соло-килл, потому что если ты нападаешь с кем-то, ты очень мало получишь за эту кнопку. Если ты видишь, что против тебя пик, который не может тебя убить, то ты всегда контестишь Рошана. Ты не доджишь драки, даже если у тебя нет хроносферы, если ты можешь драться без нее. У тебя есть первый спелл, которым ты можешь танковать очень много урона. У тебя есть второй, который очень сильно мешает играть вражеским мидерам в основном. Ты просто пытаешься выйти в свои тайминги. Потом ты покупаешь просто Мьёльнир и апаешь 20-й левел. Когда у тебя 20-й левел, ты можешь спокойно убить любого абсолютно героя на карте. Еще очень важная фишка. Сейчас очень популярна 4-ка Котл. Когда нажимаешь Delation, даже если у него все спелы не в КД, у него все равно будет один Delation. То есть, если он нажимает 1 и 3, ты нажимаешь на него Delation, у него будет 3 Delation. Это очень сильно тебе помогает по игре и на линии. Ты можешь его как бы почти всегда убить, потому что slow Delation очень большой. По скилл-билду, как бы у тебя всегда на 10-м левеле. Это первый в 4, Time Dilation в 1 и в 4 баш, ну и в 1 хроносфера. Потом на 11-м левеле ты не берешь таланты, ты всегда качаешь плюсики.
Хрона надо брать на 12 левеле в 2, это уже по ситуации. Если ты понимаешь, что пока ты апнешь 13 левел, не произойдет никакой драки, ты просто берешь плюсик, потому что это тебе просто поможет банально быстрее фармить, хотя бы на 2 единицы урона. Ты не качаешь Dilation, оставляешь его в 1 до 22 левела. На 15 левеле ты всегда берешь талант на КД Time Волка, на 20 левеле всегда берешь Attack Speed, на 25-м бэктрек. Так, ну лучшие нейтралки на него это на первом тире это Passed Mask, всегда почти, или Chipped Vest. Вторая это Aquila и Vambrace. Третья это почти всегда Titan Sliver или Mindbreaker, если тебя не могут убить. И еще на вампиризм. Нейтралка, я забыл, как она называется. На 4-м тире уже на самом деле игры мало когда доходят. Но если так получается, то Ниндзя Гир это идеальная шмотка. Еще я забыл про шарт рассказать. Если у тебя хорошая игра, и у тебя уже есть БКБ, и тебе не нужен Мьёльнир, чтобы убивать кого-то, и у тебя и так хватает урона, ты можешь купить шарт. Он очень сильно упрощает тебе игру, упрощает тебе позиционку, драку, ты всегда можешь уйти, то есть у тебя очень большой рейндж каста Таймволка. Ну и в принципе это просто имба шмотка, потому что ты очень легко кайтишь героев по файту. По поводу файта можно рассказать то, что тебе не нужно вылетать первым и ставить хроносферу, если там есть какой-то сейф. Например, ты играешь против Shadow Демона, ты дерешься без хроносферы. Просто ты нажимаешь первый, второй, как-то нюкаешь, ждешь, пока они потратят кнопки. Если вы хотите посмотреть, например, реплеи каких-то игроков на вайде, один из лучших игроков это Монет. Мне кажется, он сейчас очень сильный игрок на вайде. Потом Аме. Ну и в принципе все на самом деле. Я не могу посоветовать кого-то еще. Void может играть против любых героев с должным количеством нетворца. Но есть герои, которые тебе очень сильно мешают играть. Это Шторм. Если у него очень хорошая игра, у него быстро арчит, то он тебе очень сложную игру сделает. Против Медузы на керри очень сложно выиграть. Тебе нужно очень сильно темпить ее и не давать ей забрать ни одного Рошана, потому что если у нее будет Скади и Рошан, то будет невероятно сложно выиграть. Медуза это один из тех героев, которых ты на керри никогда не убьешь за хрона, и проще купить Мидас и фармить с Мидасом, Алштормом и затягивать игру в лейт, покупать Скади и тянуть игру. Еще можно купить Сашу Яшу, если там не так много станов. Ты покупаешь Maelstrom Сашу Яшу, Скади Сатаник, и ты просто живешь в драке, и ты ее, банально перебьешь. В принципе, все, что я хотел рассказать, я рассказал по вайду. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, на каких бы героев вы хотели увидеть гайды. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы в соцсетях, следите за нашими новостями. Всем пока!